Друзья, всем привет! Еще недавно мы мечтали об участии Димаша Кудайбергена в церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио. Как раз певец перед Олимпиадой посетил Японию, потом выступил на японском телевидении, буквально очаровав зрителей. Хажимемасте, Димаш десу. Все складывалось отлично. Димаш был первым претендентом на почетную миссию открытия Олимпиады. Тем более, что у артиста к тому времени уже был аналогичный опыт в Беларуси и Татарстане. Но с началом пандемии, увы, все наши надежды рухнули. Друзья, и вот теперь на горизонте вновь появилась Ее Величество Надежда. Есть вероятность того, что Димаш Кудайберген откроет и закроет Олимпиаду, но теперь уже в Пекине. Об этом можно судить по сообщению в китайской социальной сети Weibo от блогера с забавным ником, переводимым как «круглая дыня». Итак, если верить круглой дыне, то в церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине будут принимать участие многочисленные гости, среди которых мы видим имя Димаси, то есть Димаша Кудайбергена. К началу Олимпиады 4 февраля 2022 года популярность Димаша будет еще выше, особенно после показа выпусков реалити-шоу Shine Super Brother с участием певца. И еще в списке гостей присутствует друг певца Джеки Чан. Интересно, в каком амплуа выступит Джеки? Как артист, как спортсмен, как каскадер или как певец? А может, как дамбрист? Ведь Димаш уже показывал Джеки, как играть на инструменте. Еще один хороший давний знакомый Димаша Андреа Бочелли будет участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр. Возможно, вы догадываетесь, почему пригласили именно Андреа. Напишите об этом в своих комментариях. Итак, какие выводы можно сделать о графике выступлений Димаша? 24-е зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Это означает, что Димаш точно примет участие в записях программ, посвященных празднованию китайского Нового года, а вот на записи новогодних передач в России и Казахстана он, увы, не сможет присутствовать. Друзья, оказывается, первым городом, подавшим официальную заявку в МОК на проведение зимней Олимпиады, стала южная столица Казахстана Алматы. И было это аж в августе 2013 года. Также поступила заявка от столицы Китая, Пекина. Получается этакий парадокс. Где бы ни провелась Олимпиада, Димаш по-любому участвовал бы в церемонии открытия и закрытия, ведь уж в родном Казахстане ему точно доверили бы эту почетную миссию. Алматы и Пекин вели напряженную борьбу за право проведения игр, и до последнего момента оставалось неясным, кому МОК отдаст предпочтение – экономическому гиганту Китаю или развивающейся центральноазиатской державе, где никогда ранее не проходили Олимпийские игры. В конечном итоге Пекин победил Алматы с перевесом всего в 4 голоса. Так что китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние игры. Друзья, хотелось бы заметить, что информация об участии Димаша в церемониях открытия и закрытия Олимпиады пока лишь сообщение от блогера. Давайте подождем официального подтверждения, и тогда уже порадуемся от души. Конечно, жаль, что Димаш не сможет прилететь на записи всех новогодних телепередач. А что для вас важнее – участие артиста в Олимпиаде, которая по времени займет не более часа, или несколько выступлений в новогодних передачах по телевидению в России и Казахстане? Друзья, напишите об этом в своих комментариях. И давайте пожелаем Димашу творческих успехов, чистого без смога воздуха в Пекине. Всем большой рахмет за внимание. С вами была Авдотья Федорова.